Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Чрезвычайное событие произошло сегодня рано утром в Новой Зеландии в районе города Окленд. Семья Ксении Собчак, включая саму Ксению, ее супруга театрального режиссера Константина Богомолова, младшего брата Ксении Собчак, известного бизнесмена Александра Собчак, а также друзей семьи, телеведущих Влада Кадони, Елены Голуновой и Ксении Бородиной, находились на отдыхе в Новой Зеландии. Семья Ксении Собчак совмещала полезное с приятным. Помимо отдыха в экзотической стране, они собирались приобрести элитную недвижимость в городах Новой Зеландии. Сначала отдых шел по плану. Семья Ксении Собчак и ее друзья много общались с местными жителями, давали интервью журналистам и запускали коммерческие проекты. Однако за 2 дня они решили совершить рискованное путешествие, добраться до живописного острова под названием Пассан, который находится на юге Новой Зеландии. Семья Ксении Собчак вместе с друзьями арендовали у местных жителей легкомоторный самолет компании «Фабар». За штурвал транспортного средства сел муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, который в молодости занимался летным спортом. Во время путешествия над Тихим океаном поднялся сильный туман. За 50 километров до прибытия на остров Пассан экипаж легкомоторного самолета, театральный режиссер Константин Богомолов и второй летчик, местный житель по имени Брэдли, перестали выходить на связь. На борту самолета находилась вся семья Ксении Собчак и ее друзья. Некоторые местные жители сумели снять видео аварии на свои сотовые телефоны. По данным прессы Новой Зеландии, самолет потерялся в тумане, а летчики не справились с управлением, в результате чего легкомоторный самолет компании «Фабар» совершил очень жесткую посадку. По последним данным, на данный момент погибшими или пропавшими без вести считаются театральный режиссер Константин Богомолов, сама Ксения Собчак, ее брат Александр Собчак и второй летчик по имени Брэдли. Влад Кадони, Елена Голунова и Ксения Бородина серьезных ранений не получили и отказались от госпитализации. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, несколько часов назад местная спасательная служба Новой Зеландии начала поисковые работы и подъем самолета со дна океана. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Известный советский и российский актер Михаил Ефремов, который на данный момент находится в местах лишения свободы, подал повторную заявку о участии в спецоперации, а позже о вступлении в антикоррупционный комитет Никиты Михалкова. Еще ранее поступала информация, что Михаил Ефремов может освободиться раньше из мест лишения свободы по состоянию здоровья. Бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу полностью признал свою вину по статье «Измена Родине». Обвинение Сергея Шойгу было предъявлено неделю назад антикоррупционным комитетом и Следственным комитетом во главе с товарищем Бастрыкиным. По словам Никиты Сергеевича Михалкова, на данный момент все готово для ареста Сергея Шойгу. На данный момент ожидается окончательное решение со стороны Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. В эти дни проводятся Дни памяти известного телеведущего и спортсмена Владимира Турчинского, ушедшего из жизни в 2009 году. Владимиру Турчинскому могло бы исполниться 64 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.